Здравствуйте, мои дорогие! С вами Дина и канал «Коллекция рецептов». В последнее время я все больше и больше получаю комментариев с вопросом, можно ли приготовить хлеб из того или иного теста. Конечно, те, у кого есть хлебопечка, могут без особого труда приготовить хлеб с ее помощью. Но не каждая хозяйка обладает такой техникой. Сегодня я покажу вам, как я готовлю хлеб для своей семьи, не прибегая к помощи хлебопечки. Хотя она у меня есть. И если вам интересны рецепты различных видов теста и выпечки, которые я готовлю с помощью хлебопечки, напишите. Будем снимать и такие видео. Тесто, из которого мы будем печь хлеб, вам уже отлично знакомо. Совсем недавно мы готовили из него жареные пирожки с картофелем и грибами. А в этот раз я покажу вам, насколько оно универсальное и как отлично подходит, в том числе и для выпечки хлеба. Готовить буду сразу двойную порцию и замешивать тесто в планетарном миксере, хотя оно прекрасно вымешивается руками. В чашу миксера выливаем 500 мл теплой воды, туда же всыпаем 20 граммов соли, 40 граммов сахара и 10 граммов сухих дрожжей. Будете готовить со свежими, берите в 3 раза больше. Все хорошо перемешиваем, пока растворятся соль и сахар. Туда же добавляем буквально столовую ложку растительного масла. Больше не надо. И еще чуть-чуть оставим для обминки готового теста. Всыпаем в чашу 800 граммов муки. Она должна быть обязательно просеянной. Устанавливаем насадку крюк для густого теста. И на самой малой скорости, у меня первая из возможных 7 скоростей, перемешиваем тесто до момента, пока все продукты объединятся. Затем переключаем на вторую скорость и вымешиваем тесто не менее 7 минут. В результате должно получиться вот такое мягкое, эластичное, практически не липнущее к рукам тесто общим весом 1 кг 400 граммов. Смазываем миску маслом и выкладываем в нее тесто. Сверху тесто тоже смазываем маслом, чтобы не заветрилось и во время подъема к нему не прилипла пленка. Накрываем тесто пищевой пленкой, крышкой или мокрым полотенцем и отправляем в теплое место без сквозняков для подъема и увеличения в объеме минимум в 3 раза. На это может уйти от 1 до 1,5 часов. Многие из вас уже знают, что для этих целей я использую духовку с минимальным нагревом или включенной лампочкой. В данный момент температура в духовке 35 градусов. После 1 часа подъема вот так хорошо подошло тесто. Стол слегка смазываем маслом и выкладываем тесто. Легонько его обминаем. И делим на 2 части. Из большей весом 800 граммов приготовим большую буханку хлеба, а из меньшей весом 600 граммов сформируем батон. Тесто округляем. Накрываем пленкой и даем ему полежать 10-15 минут. Через 15 минут тесто для батона убираем в сторонку, накрываем, чтобы не подсохло, и будем заниматься формированием хлеба. Большую буханку я буду выпекать в форме для кекса, и ее размеры укажу в описании. Стол слегка смазываем маслом, хотя с хлебным тестом можно работать и на муке. Раскатываем тесто в длинный пласт с одной стороны. Затем с обратной. Складываем его втрое. Разворачиваем поперек и снова раскатываем в такой же пласт. Опять складываем тесто втрое. Края защипываем и еще слегка прокатываем. Теперь складываем тесто вдвое. Хорошо скрепляем края теста. Слегка
слегка его прокатываем и формируем вот такой батон. Форму обильно смазываем растительным маслом. И отправляем в нее наш будущий хлебушек. Убираем хлеб в сторонку и займемся формированием батона. Стол чуть-чуть смазываем маслом и точно так же раскатываем тесто в пласт сначала с одной стороны, а затем с другой. Сворачиваем тесто в плотный рулет, а края прижимаем. С краев тесто подворачиваем вовнутрь и опять заворачиваем тесто в рулет. Таким образом формируем батон. Если тесто не прижимать, в готовом батоне могут образоваться пустоты. В конце теста еще слегка растягиваем, подбираем краешки вовнутрь и окончательно сворачиваем плотный рулет. Перекладываем заготовки теста на противень, на котором будем в дальнейшем выпекать. Отправляем противень с тестом в теплое место на расстойку на 30 минут. В данный момент в духовке все те же 35 градусов. Чем лучше изделия подойдут во время расстойки, тем мягче, легче и более пористым получится хлеб. Вот так хорошо поднялось тесто через полчаса. Аккуратно достаем противень и сразу же переключаем духовку на 200 градусов на режим верхний и нижний нагрев без конвекции. Пока духовка нагревается, подготовим смазку. В пустой стаканчик выливаем столовую ложку обычной воды и чайную ложку растительного масла. Это и будет наша смазка. Хорошо ее перемешиваем и очень аккуратно наносим кисточкой. В качестве смазки еще можно использовать обычное растительное масло или привычную смесь из желтка и ложки молока. Остатки не выбрасывайте, она нам еще понадобится. Теперь берем очень острый нож или лезвие и делаем неглубокие надрезы на будущем батоне. А пока духовка хорошо разогревается, на это уйдет минут 10, противень постоит на столе. Духовка достигла 200 градусов. Отправляем противень на второй снизу уровень и выпекаем 25-30 минут в зависимости от желаемой окраски хлебной корочки и особенностей вашей духовки. Вот такой чудесный хлебушек мы с вами сегодня приготовили. Пока он еще горячий, смазываем хрустящую корочку оставшейся смазкой. Мне так больше нравится. Корочка приобретает красивый блеск и со временем мягкость, но можно этого и не делать. Даем хлебу отдохнуть в форме буквально пару минут, и пока он еще очень горячий, послушайте, как хрустит его корочка. Хотя сбоку батон уже становится мягким. Достаем хлеб из формы и перекладываем его на решетку для дальнейшего остывания. Вы только посмотрите, какой он мягкий, равномерно пропеченный, а как он вкусно пахнет, вы узнаете, когда приготовите. Хлебушек уже полностью остыл, и теперь могу разрезать и показать вам, какой он получается. Батон очень мягкий, во время разрезания не крошится, при нажатии возвращается в исходное положение. Мякиш равномерно пористый, хорошо пропеченный, эластичный. А теперь разрежем буханку хлеба. Он также отлично нарезается. Корочка гладкая, выпуклая, хоть хлеб и выпекался не в хлебной форме.
очень мягкий, приятный на ощупь, легко разделяется на волокна. Просто чудо, а не хлеб. Дорогие мои, я очень рекомендую всем приготовить хлеб из этого бесподобного, постного, универсального теста и насладиться вкусом и ароматом своего домашнего хлеба. Готовьте во благо, и пусть в вашем доме всегда вкусно пахнет, как в самой лучшей пекарне. Желаю всем приятного аппетита! Друзья, спасибо, что досмотрели видео до конца. Если оно было вам полезным, ставьте лайк. А у кого остались вопросы, задавайте их в комментариях. Если вы еще не подписаны на YouTube-канал «Коллекция рецептов», непременно подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Напомню, что на канале есть плейлист теста, в котором вы найдете и другие отличные рецепты, в том числе жареные пирожки из этого же теста. Все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина. До новых встреч!